Итак, с чего все началось? Не будет лишним, если я просто расскажу о том, как я пришел вообще вот к этому процессу строительства своего собственного дома. Кому-то это будет интересно, возможно, для кого-то это будет мотивацией. Как я решил строить дом? Вообще никак. Я не решал. Просто так получилось. Получилось так, что жилья своего у меня не было. То есть, когда я окончил школу, я поступил в институт. Когда я учился в институте, я жил на съемном жилье. Когда женился, тоже было и съемное жилье, и жизнь с родителями. И потом, когда родители построили свой дом, уехали, мы остались жить в квартире родителей жены. И, собственно говоря, большой необходимости строить свой дом у меня не было. Можно было просто сделать ремонт в трешке, купить две хороших машины и выезжать отдыхать 2 раза в год куда-нибудь в теплые страны. Это был примерно 2012-2013 год. У меня уже была по тем меркам неплохая машина. У меня была неплохая зарплата, и удавалось даже что-то откладывать. И нужно было как-то распоряжаться этими, хоть и небольшими деньгами. Кто-то из знакомых сказал, что вот в деревне рядом с тем поселком городского типа, где мы живем, какой-то дед продает участок, и можно съездить туда, посмотреть. Я сгонял, посмотрел, тут недалеко, 4 километра, участок 15 соток. Ну что, участок и участок. Деревня на границе национального парка, вроде бы все красиво. Из-за того, что смущала, была там железная дорога недалеко, а транспортная доступность идеальная, то есть подъезд очень хороший к участку, и участок хороший. У деда была засада с документами, то есть из документов было там свидетельство какого-то 92-го года на желтой бумаге о том, что он является собственником как будто какого-то участка 15 соток. То есть участок был не отмежован, других документов более современных на него просто не было. Но дед говорил, что участок вот здесь, показал там границы. Но я так подумал, что можно было бы помочь деду с оформлением документов и потом выкупить этот участок. Опыт оформления участков у меня к тому времени был, и положительный опыт оформления, то есть я доводил свои сделки с участками до логического завершения, когда получал свидетельство о праве собственности, был и отрицательный опыт, когда по постановлению суда было отказано в госрегистрации и приходилось сворачивать дела. Когда я начал оформлять этот участок, дед попросил меня оформить участок и под его домом, и участок, который был рядом. То есть я оформлял сразу 3 участка. 3 участка, один из которых я должен был выкупить. После завершения оформления я выкупил свой участок, и дед мне предложил еще выкупить второй участок, который был 18 соток. Я не рассчитывал на это, но потом подумал так, что надо брать. Надо брать, потому что ценник был нормальный. Я кредитнулся и взял еще в нагрузку себе и второй участок. Можно было строить, но про стройку мне временно пришлось забыть, потому что у меня висел кредит. И чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации, второй участок, который у меня был идеальной прямоугольной формы, и я его разделил на 2 части, получилось 2 участка по 9 соток, и я их продал в следующем году. То есть я забарыжил эту землю, вот, и у меня появились какие-то деньги, на которые я мог уже начать хотя бы какое-то строительство. Ну а как я начал строительство, я расскажу в следующей серии наших увлекательных телепередач. Ставь лайки и подписывайся. Я записываю, просто я пишу в паузах между шумом малыша.